Керем Бюрсин дал большое интервью известному ведущему и предпринимателю Анасу Бухашу для программы AB Talks. В этом откровенном интервью актер делится своими переживаниями, страхами, радостями и философией жизни, рассказывает о любви, дружбе, утрате и о том, как природа помогает ему находить гармонию с самим собой. Мы собрали самые важные моменты из интервью и представляем вам его в форме прямой речи, чтобы сохранить точность их слов. Ведущий. Обычно мой вопрос звучит так. Керем, как ты на самом деле? Керем. Если говорить о личном, было бы неправильно жаловаться. Это одна из важных вещей. Я не жалуюсь, потому что считаю, что мне дано очень многое. И осознавать это для меня крайне важно. Понимать, что многое – это дар, удача, возможности и прочее. Но, на мой взгляд, если вокруг люди в плохом состоянии, то твое личное благополучие не имеет большого значения. Мы ведь социальные существа, живущие вместе. С этой точки зрения я не могу сказать, что у меня все хорошо, потому что у нас все плохо. Наша планета не в порядке, человечество не в порядке. Ты начинаешь осознавать, в какой ситуации мы находимся. Это трудно и в то же время грустно. В целом, если задуматься и прислушаться к себе, скорее так. И многие нелепости никак не заканчиваются. Да, мне тревожно, и это печально, особенно если подумать о том, что мы делаем ради капитализма. Я не буду уходить в крайности, но ведь это так. Если предприятие идет ко дну, и при этом 99% сотрудников там недовольны, несчастны, им тяжело, у 1% все в порядке. Что тогда делают? Меняют что-то. Увольняют генерального директора, выбирают другую стратегию, предпринимают шаги, чтобы наладить дела. А вот в мире дела идут плохо, очень плохо, но мы ничего не делаем. Ведущий. Керем, кто ты? Керем. Я человек, которому 38 лет. Хотя, если честно, я сам до конца не знаю, что значит быть человеком. Я просто 38-летний мужчина, который любит свое дело. Я люблю актерство, люблю процесс рассказывания истории и перед камерой, и за ней. Я счастливчик. Я турок. Но как человек, который любит мир, я очень огорчен. Я люблю эту планету, по-настоящему люблю ее. Это невероятное место. Думаю, с возрастом начинаешь все больше это ценить. В детстве помню, как несколько цветов могли восхитить моего дедушку. А я думал, что тут такого особенного? А сейчас ловлю себя на том, что говорю, посмотри, какие краски, какие оттенки. Когда вдумываешься, это ведь действительно чудо. Да, я тот, кто очень любит эту планету. И я просто человек, который хочет прожить здесь достойную жизнь и делать хорошие дела. Наверное, это и есть я. Ведущий. Опиши свое детство 3 словами. Керем. Яркое, с благодарностью и очень рано расширившее мой кругозор. Наверное, потому что каждые 2,5 года мы переезжали, путешествовали, жили в других странах. Ведущий. Во всех этих путешествиях ты когда-нибудь чувствовал, что принадлежишь к какому-то месту? Керем. Да, в детстве я чувствовал себя своим повсюду. Например, когда мы жили в Дубае или Абу-Даби, я думал, ну вот Объединенные Арабские Эмираты. Ты моментально адаптируешься к культуре, потому что ты ребенок, ты как губка и принимаешь все как есть. Потом мы оказались в Техасе, и я уже говорил, окей, гайс. Люди обращались ко мне, эй, чувак, как дела? А я не понимал, почему они называют меня чуваком. Сначала недоумеваешь, но потом постепенно втягиваешься. Думаю, это везде одинаково. В этом и суть. Например, в Индонезии. У нас даже сохранились домашние записи. Я маленький рыжий кудрявый мальчик, бегаю и разговариваю на индонезийском, потому что у меня была замечательная индонезийская няня. И да, наверное, до сих пор мое самое любимое блюдо в мире – бакми горенг, потому что я на нем вырос. Все это и формирует твою личность. Да, я турок, и я всегда этим гордился. Я всегда был турком. И думаю, что в жизни иммигранта это чувство национальной принадлежности всегда с тобой. Куда бы ты ни поехал, ты несешь его словно одежду. То же самое я видел и в своей семье. Но со временем понимаешь, что это лишь один цвет в палитре, а тебе не хочется иметь только один цвет. Я хочу все цвета сразу, и я счастлив, что у меня был этот опыт. А потом, конечно, многое из того, что происходит в мире,
перестает быть понятным. Ведущий. Допустим, я подарю тебе рюкзак и попрошу тебя сложить в него все свои чувства, которые ты переживаешь сейчас, а потом открою его. Что я там увижу? Керем. Даже не знаю. Честно, у меня нет ответа. Наверное, я чувствовала бы себя огромной картиной. В ней есть тьма, но есть и другое. Свет, возможность, надежда. Все это присутствует одновременно. Думаю, я бы стала именно картиной. Не знаю, наверное, я пытаюсь придать своим чувствам форму. Ведущий. Что для тебя значит семья? Керем. Когда я думаю о семье, перед глазами возникает образ кенгуренка в сумке у матери. Понимаешь, мы настолько близки с семьей. Но близость – это не обязательно физическое присутствие. Я вижусь с семьей всего раза в год, в лучшем случае дважды. Так продолжается с тех пор, как мне исполнилось 17. И все же, несмотря на то, что времени вместе становится все меньше, это ничего не меняет. Эта связь остается. Наверное, именно поэтому для меня близость – это знание, что даже если они не рядом, ни в одном городе, ни в одной комнате, все равно они с тобой. Достаточно одного звонка, и ты чувствуешь их присутствие. Да, семья – это те, кто ближе всего. Это доверие. И в этом я счастливчик. Мне повезло. Я считаю, что семья – это позвоночник человека. Ведущий. До того, как ты стал успешным, какие работы тебе приходилось делать? Керем. Я закончил университет с переломанной челюстью. Уже на выпускной неделе я потерял сознание и упал так, что сломал челюсть. Думаю, у меня тогда сильно упал уровень сахара в крови. В тот период у меня была гипогликемия. Я много занимался спортом, и, наверное, это одна из вещей, которых тебя не учат. Как правильно обращаться с телом при таких нагрузках? В общем, я окончил университет с винтами в челюсти и долго оставался без работы. Помню, в то время в Сабовой можно было купить 30-сантиметровый сэндвич за $5. Я очень долго жил на эти $5 в день, и это было прекрасно. Потому что, понимаешь, ты в Лос-Анджелесе и вот так выживаешь. Моя первая работа была связана с соцсетями. Я занимался чем-то вроде маркетинговой кампании, но при этом меня спокойно отпускали на кастинге. По сути, я рассылал письма мамам-блогерам. Тогда блоги были очень популярны, и моя ниша – это мамы-блогеры. Целых 7 месяцев я писал им письма. Забавно это вспоминать, я давно об этом не думал. А потом мне повезло, через 7 месяцев я получил первый оплачиваемый актерский опыт. Это была реклама сети Эль Поло Локо. Я всего лишь кусал сэндвич. Не помню точно, сколько заплатили, кажется, около $1000. И я думал, боже, я просто откусил сэндвич и получил 1000. Я был в шоке от счастья. Помню, сидел в машине и позвонил отцу. Он сказал: успокойся, сынок, это всего лишь реклама. Вскоре после этого я получил роль у Роджера Кормана. Тогда я не знал, кто он такой. Это был забавный и интересный опыт. Тогда я окончательно бросил работу в соцмедиа. Подумал, ну все, теперь начну карьеру. Снялся в Мексике с Эриком Робертсом. Ждал, что теперь предложения посыплются. Думал, окей, фильм выйдет и все изменится. Но ничего не произошло. И я понял, все это не так просто. Потом я стал работать водителем. У меня были друзья, которые трудились в агентствах, почтовых комнатах, ассистентами. Один мой близкий друг, Алекс Девлин, однажды позвонил и сказал: есть проект, нужен водитель для актеров, которые приезжают из других стран. У них нет прав, но нужно возить их на кастинги. Я согласился и водил очень классных людей. Всего через пару недель я понял, что это невероятно интересно. Но одновременно видел и другое. На том месте, куда я привожу людей, в зале для прослушивания должен быть я, но там сидят они. Это давало потрясающую перспективу, и все эти люди были невероятно добрыми, теплыми. Я делал это какое-то время, пока не сказал себе: знаешь, пора действовать серьезно. Тогда я стал тренером. Хотя, если честно, перед этим еще успел поработать администратором в спортзале, встречал людей, открывал зал в 4 утра. То есть совмещал, подрабатывал водителем и администратором. Я перепробовал разные работы, пока шел к своему делу. Ведущий. Что для тебя значит успех? Керем. В такой жизни, в таком мире, наверное, это уметь быть счастливым. Понимаю, звучит банально,
Но, по-моему, это и есть истина – находить счастье для себя. Ведущий: а ты счастлив? Керем: да, счастлив. Но именно в этом и суть. Счастье – вещь переменчивая. И думаю, мои критерии постоянно меняются из-за моей профессии. Я знаю, что работа не определяет меня целиком, но она огромная часть меня. И я ее люблю. Я принимаю это. Ведь по сути ты создаешь что-то, в чем есть творчество, есть искусство. А искусство, как я его понимаю, это просто чувство. Ты берешь их, превращаешь, словно испаряешь во что-то новое. И это становится частью тебя. Если смотреть с этой стороны, да, я люблю то, чем занимаюсь, и люблю зарабатывать этим на жизнь. Люблю идти за мечтой, несмотря на все нелепости и препятствия, и делать это по своим правилам. Да, бывает, что оглядываешься назад и думаешь: я несчастлив. Потом что-то меняется, и вдруг понимаешь, что все упирается в человеческие отношения. Потому что все остальное – это картинка, просто образ. А настоящее – это люди, связь, близость. Это может проявляться по-разному, но я уверен, счастье и человеческие отношения неразрывны. Вот тогда ты по-настоящему успешен, когда улыбаешься, смеешься, когда вокруг тебя хорошие люди. Но как можно быть абсолютно счастливым, когда осознаешь, что творится в мире? Когда за 3 часа в каком-то месте погибает 26 человек, или за несколько лет умирают тысячи в разных уголках планеты? Ты это слышишь и видишь. Иногда только через интернет. И если ты не был там лично, не ощущал этого рядом, то и не чувствуешь всей боли. Возможно, наш мозг защищает нас, потому что если бы мы прочувствовали все до конца, мы бы просто сломались. Но это не значит, что мы можем молчать или делать вид, что ничего не происходит. Мне кажется, многие люди постоянно отгородились от этого. И еще одна вещь, о которой стоит говорить, это то, что не стоит путать реальную жизнь с ее отражением в социальных сетях. Потому что публикация поста – это не действие. Это не то же самое, что помощь, что работа врачей, волонтеров, тех, кто действительно делает. Но мы как будто приравниваем одно к другому. Нажал на кнопку и пошел дальше. Ну вот, я сделал все, что мог. Да ладно, друг, это самообман. Не пойми неправильно. Я не говорю, что делиться чем-то в сети – это плохо. Но это хаос. И мы, по сути, живем в странное время. Технически мы связаны друг с другом как никогда раньше, но как люди невероятно далеки друг от друга. Ведущий: как ты справляешься с личной жизнью, с отношениями, будучи известным? Популярность влияет на твои отношения? Может ли она стать причиной расставания? Керем: думаю, очень влияет. Но прежде чем об этом говорить, хочу кое-что отметить. Все зависит от того, чем именно ты известен. Если ты понимаешь, за что тебя знают, и остаешься верен этому, то, на мой взгляд, проблем нет. Я ведь не живу как звезда. Можешь спросить у любого, кто меня знает. Я просыпаюсь утром и забываю о том, что я знаменит. Какая разница, думаю я. Но да, я многое теряю из-за этого. Поэтому я иногда просто уезжаю туда, где никто не знает меня, и живу своей жизнью. Ведущий: а как удается сохранить отношения? Керем: это зависит от общения и от того, какой человек рядом. Для кого-то это несложно, для кого-то наоборот. Я уверен, что все упирается в диалог. И думаю, это как раз одна из самых больших проблем во многих отношениях – отсутствие честного, открытого общения. Если мы вместе, если у нас что-то начинается или мы хотим чего-то достичь вдвоем, если собираемся быть партнерами, тогда нужно разговаривать. Например, что тебя задевает, что может задеть меня. Да, я понимаю, что многое выясняется в процессе, но в основе все равно должно быть общение, ведь гораздо лучше обсудить, чем додумывать. Потому что в отношениях я понял одно – делать предположения за другого – это не чья-то обязанность и не работа. Ведущий: что для тебя значит любовь? Керем: я думаю, что у любви не может быть одного единственного определения. Ни для меня, ни для кого-то еще. С этой точки зрения любовь звучит как банальность с открытки. Но на мой взгляд, любовь – это нечто текучее и изменчивое. А все текучее может принимать самые разные формы. И думаю, в этом греки были правы, когда говорили о разных видах любви. Потому что если сказать «для меня любовь – это вот это», значит я буду ждать именно этого и только этого от разных людей. Но это же совершенно несправедливо. Так никогда не станешь счастливым и, возможно, никогда не сможешь по-настоящему полюбить, ведь того, что ищешь, просто не существует.
А иногда ты думаешь, что нашел, а оказывается это токсичное чувство, потому что сам создаешь иллюзию, и это не работает. Но я считаю, что любовь – это огромная удача. Не думаю, что все в жизни действительно влюблялись, и в этом, пожалуй, главная проблема. Мы привыкли думать, будто у всех есть эта способность, но, на мой взгляд, если повезет, встретишь ее, а если нет, значит карты легли так, и ты просто не из тех счастливчиков. Допустим, человек, который родился в плохой семье, это не его вина, у него нет контроля над этим. Любовь во многом похожа на такие обстоятельства. Сейчас я говорю именно о романтической любви. Конечно, есть и другие ее формы. Но мне кажется, что именно образ романтической любви нам с детства навязывали в очень токсичном виде, через фильмы, сериалы, рекламу, и результат налицо. Ведь если посмотреть на график любви современного общества, уровень разводов огромный, уровень домашнего насилия тоже. Разве это любовь? Все женаты, у всех семьи, дети. Но если это и есть любовь, значит мы потерпели поражение. Тогда что же такое любовь на самом деле? На мой взгляд, любовь – это чувство, которое разрушает эго, снимает все маски, делает тебя настоящим. Это когда ты невероятно счастлив без всякой причины. Когда смотришь в небо и вдруг плачешь от счастья, не понимая почему. Когда видишь в рекламе собаку, которая лижет лицо мальчишки, и слезы текут ручьем, потому что внутри столько радости, что она не помещается. Вот это, я думаю, и есть. И я верю, что постепенно общество начинает это понимать. Люди меняются. Многие больше не спешат жениться. Они думают, я могу жить один, и в этом нет ничего страшного. У меня есть интернет, телефон, PlayStation, общение, все в порядке. Раньше, во времена наших бабушек и дедушек, все было иначе. Мир был другим. Сегодня же мы можем обсуждать это открыто, можем впускать в жизнь новые философии. Но знаешь, все равно есть в этом что-то странное. Конечно, у тебя есть семья, есть близкие, но иногда вдруг накатывает. Эй, я же вроде взрослый, могу жениться хоть завтра. Внутри ты чувствуешь себя на 24, думаешь, что время еще есть, а на деле тебе уже 38. И вот тогда начинаешь понимать, кем бы ты ни был, сколько бы ты ни добился, если в конце дня возвращаешься в пустой дом, все это теряет смысл. Какая разница в наградах, если тебе некому о них рассказать? Конечно, можно позвонить маме, и это здорово. Но потом возвращаешься домой, и там никого. А ведь на самом деле все самое важное именно там, дома. И любовь – это, наверное, про это. Ведущий. Как думаешь, человек может по-настоящему влюбиться, не понимая другого до конца? Веришь ли ты в это? Керем. Думаю, да. Да, ведь в жизни совсем не обязательно понимать все. Достаточно уловить саму суть, концепцию. Если ты понимаешь суть, тебе не нужно знать каждую деталь, и этого достаточно. Вот тогда это и есть настоящая любовь. Да, это и есть суть человека. Ведущий. Среди всех стран, где ты жил, Шотландия, Индонезия, ОАЭ, Турция, Малайзия и США, какая тебе ближе всего? Керем. Из тех, где я действительно жил, ОАЭ. Мне нравились друзья, сама жизнь, стиль жизни. Представь, мы были совсем детьми, прыгали в такси и ездили друг к другу домой, и мне это безумно нравилось. Ведущий. Что для тебя значит музыка? Я знаю, у тебя когда-то даже была группа. Керем. Да, забавно, но я не из тех, кто приходит домой и сразу включает музыку. Я даже думаю, боже, только не рассказывай это никому. Это же звучит ужасно. Но для меня музыка – это инструмент. В актерской профессии я очень много беру из нее. Поэтому да, конечно, я люблю слушать музыку, когда веду машину. Но не знаю, у меня больше тяга к созданию музыки. Я не играю чего-то выдающегося, но сам процесс мне нравится. Буду честен, я не слушаю музыку просто так дома. В спортзале – да, но вот уже лет 15 у меня один и тот же плейлист. Я люблю классику, старые песни, но повторюсь, это инструмент. Когда появляется новый персонаж или новый проект, вот тогда я могу слушать музыку круглые сутки, потому что нахожусь в поиске. Ведущий. Если бы мы попросили тебя описать свои отношения с самим собой одним словом, что бы ты выбрал? Керем. Сейчас, пожалуй, я бы сказал, мы в порядке. Мы приближаемся к этому, как будто я говорю себе, вот оно, именно об этом ты говорил все эти годы,
Друг, иди сюда. Сейчас я на этом этапе, когда понимаю эту истину и учусь ее уважать. Вот это у меня есть, и мне это нравится. И я не стыжусь того, что люблю себя. Ведущий. Разве всегда не было так? Керем. Нет. Если бы в моей жизни не появлялись определенные люди, которые показали мне много и помогли понять, то я бы не смирился с этим. Мне повезло, что рядом оказались замечательные наставники. Потому что когда растешь в таких обществах, легко начать ненавидеть самого себя. Повсюду сталкиваешься с посланиями вроде «ты недостаточно хорош», но на самом деле нужно говорить себе «нет, это ерунда, это абсурд». Эта ментальность неправильная, я достаточно хорош. Конечно, когда тебе 20, у тебя другие мысли. А что я должен делать? Что именно делать прямо сейчас? Появляется эта дурацкая установка, но потом приходит момент, когда говоришь себе «нет, остановись». Есть вещи, которые нужно осознать, даже если речь о мужчинах. Например, патриархат. Когда понимаешь, что это словно петля на нашей шее, начинаешь говорить «нет, в этом нет смысла». Ведь нет ничего плохого в том, чтобы любить себя, принимать себя. Это не значит, что ты не хочешь становиться лучше. Но для того, чтобы расти, тебе не нужно изводить себя. Вот почему я так люблю спорт. Люблю двигаться, нагружать тело, испытывать его стрессом. Потому что в итоге все происходит в голове. Все упирается в то, как ты разговариваешь с самим собой. Сказать себе «ты можешь это сделать». Поэтому я считаю, что у многих людей это не получается именно из-за отсутствия такого внутреннего диалога. Если твой внутренний голос негативен, ты не сможешь двигаться вперед. Особенно в период становления. Важно, чтобы диалог был позитивным. Если даже твой тренер или учитель общается с тобой негативно, это имеет огромное значение. То же самое в индивидуальных видах спорта, в соревнованиях. Нужно говорить себе «ты сделаешь это, ты сможешь». Это самое позитивное, что ты можешь сказать себе. Может, ты даже этого не осознаешь, но именно так и работает. Ты вырабатываешь серотонин и становишься счастливее. Ведущий. Опиши голос в своей голове. Керем. Я очень доверяю этому голосу. У нас хорошие отношения. Я настолько ему доверяю, что если приму неправильное решение, это не сильно меня выбивает из колеи. Это реалистичный голос. Ведущий. На что ты тратишь свои деньги больше всего? Керем. Но я не покупаю одежду или что-то подобное. Мне это не очень нравится. Знаешь, у меня есть вещи, которыми я пользуюсь много лет. Поэтому, наверное, я трачу деньги на что-то вроде ухода за собой, своим телом или на людей, которые заботятся обо мне. Ведущий. Какая у тебя была самая большая неуверенность в жизни? Керем. Думаю, вся эта установка «я недостаточно хорош» или «достаточно ли я хорош». Вот в чем суть этого внутреннего диалога. Ведущий. Какой урок тебе пришлось усвоить самым трудным образом? Керем. Думаю, я с раннего возраста понял, что ничто не длится вечно. Ведущий. Из-за переездов или потерял кого-то? Керем. Я потерял своего самого близкого друга в очень молодом возрасте. Мне было 20. Это был 2011 год. И внезапно что-то уходит из твоих рук. Без предупреждения. И тогда ты находишься в шоке. В этот момент многое теряет значение. Все становится крайне хрупким. Думаю, это был трудный урок, который мне было нелегко осознать. Вещи могут быть отняты. Сейчас во многих частях мира люди это переживают. И тогда начинаешь задавать себе вопросы. Этот период, когда ты анализируешь свою жизнь. Думаешь, если что-то внезапно уходит, если это так просто, то что я вообще делаю? Для чего все это? Кажется, я обсуждал это с отцом. В конце концов, если все пути ведут в одно место, для чего вообще выбирать свой путь? Ведь итог один и тот же. И тогда я сказал себе, пусть делают как хотят, иди своим путем, не имеет значения, потому что если тебе это приносит счастье, это главное. Я ведь не знаю, сколько мне жить. Ведущий. Ты как-то сказал, я могу быть плохим партнером, потому что очень люблю свою работу. Это все еще так? Керем. Не знаю. Думаю так. Верю ли я в это? Конечно, верю. Но говорить об этом тоже неправильно, потому что ты уже предполагаешь, какую любовь получишь. А предположения ни к чему не приводят. Это несправедливо.
Поэтому думаю, когда я сказал это, я слишком абстрактно рассуждал. Я считаю, что это невозможно контролировать, и я бы не хотел это контролировать. Главное быть честным, и в отношениях важно, чтобы ты тоже что-то отдавал. Ведущий. Считаешь ли ты, что между людьми разных полов может быть дружба без того, чтобы она переросла в любовь? Керем. Да, думаю, это возможно. Конечно, такая мысль у кого-то может мелькнуть. Может, один захочет большего, а другой нет. Это может все испортить, но в какой-то момент другая сторона поймет и примет это. В итоге может случиться невероятная дружба. В моей жизни с женщинами были действительно замечательные отношения, и они всегда оставались удивительными дружескими связями. Ведущий. Допустим, ты сейчас ни с кем не встречаешься, и встречаешь женщину, которая говорит: «Я буду с тобой, но ты должен удалить все фото и видео с твоих прошлых отношений. Сделал бы ты это?» Керем. Это действительно забавно. Думаю, суть моего характера не в том, чтобы кто-то требовал от меня такого. Для меня это конец, отмена. Не потому, что я не могу или не хочу, а потому, что это не тот человек. Очевидно, мы смотрим на жизнь совершенно по-разному. Ведущий. Ты бы предпочел потерять все воспоминания или перестать создавать новые? Керем. Вау, отличный вопрос. Я бы предпочел потерять старые воспоминания и начать с нуля. Потому что если не создавать новые воспоминания, какой смысл вообще жить? Ведущий. Керем, чего ты боишься? Керем. Думаю, я боюсь разочаровать людей. Разочаровать кого-то. Даже если в этом есть что-то положительное, я все равно этого очень боюсь. Пожалуй, это просто страх кого-то разочаровать. Но, конечно, никого попало, лишь тех, кто мне близок и по важным вопросам. Ведущий. Что самое болезненное тебе когда-либо говорили? Керем. Думаю, что-то вроде «ты недостаточно хорош, чтобы чего-то добиться или преуспеть в этом». Знаешь, есть разница между словами и делами. Слова сами по себе не так важны, а действия имеют гораздо больший вес. Когда речь идет о словах и чем-то взгляде, это еще терпимо. Но если говорить о действительно болезненных вещах, конечно, если в сказанном есть доля правды или честности, это ранит. Например, ты меня разочаровал. Ведущий. Воспоминания о ком до сих пор причиняют тебе боль? Керем. Это мой близкий друг Ник. Он был очень молодым. И это период жизни, когда особо ни о чем не заморачиваешься. Мне повезло, что все ушедшие из моей жизни люди прожили прекрасные жизни, как мои бабушка и дедушка. Поэтому я сказал бы, что это Ник. Ведущий. Представь, что это твоя последняя ночь, и у тебя нет возможности поговорить ни с кем. О ком бы ты пожалел, что не поговорил? Керем. Думаю, нет таких людей. Я сразу подумал бы о чем-то другом, пойти в лес, лечь под деревья и смотреть на звезды. Поэтому я даже не подумал бы, что вот стоило с ним поговорить. Для меня всегда важно, чтобы мои контакты с людьми были полноценными. Ведущий. Последний вопрос. Охарактеризуй Керема одним словом. Керем. Наверное, природа, потому что я постоянно думаю о природе, когда я думаю о себе. Для меня это что-то очень ценное. Мне кажется, это мой дом. Я хочу чувствовать себя там, ощущать себя в безопасности. И это может означать многое, не обязательно лес. Может быть море, может быть что угодно. Но я могу сказать одно. Самые счастливые моменты для меня – это когда природа завораживает меня. Она словно околдовывает меня. Поэтому да, я скажу природа. Потому что давай будем естественными, правда? Ведущий, спасибо. Керем, благодарю. Мы рассказали вам самые важные моменты из откровенного интервью Керема Бюрсина. Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.